С самого начала человеческой истории мы искали эликсир вечной жизни. Сказки о живой воде, легенды о философском камне, мифы о богах — все это отражение нашей глубочайшей жажды жизни. Но сегодня эта мечта постепенно покидает страницы сказок и переходит в белые лаборатории и на экраны суперкомпьютеров. Мы больше не ждем чуда от магии, мы начинаем проектировать свое будущее. Что, если бессмертие — это не магия, а очень сложная, но решаемая инженерная задача? Давайте попробуем смоделировать, как человечество может двигаться к этой цели в ближайшие 100 лет. Мы не будем говорить о чем-то сверхъестественном, а разберем реальные научные направления, их потенциал и, что самое важное, огромные препятствия на этом пути. Рассмотрим 3 основных пути к радикальному продлению жизни, а в конце соберем все воедино в реалистичный сценарий. Первая модель — это ремонт и апгрейд биологической версии человеческого организма. Наше тело является биологической машиной. Оно стареет, потому что в нем накапливаются поломки. Если мы научимся находить и чинить эти поломки, мы сможем отодвигать смерть все дальше и дальше. Что это значит на практике? Представьте, что ДНК — это инструкция по сборке и эксплуатации нашего тела. Со временем в этой инструкции появляются опечатки, и тело начинает сбоить. Уже сегодня ведутся эксперименты по редактированию генома с помощью разных технологий. Это как поиск и замена в текстовом редакторе, но для ваших генов. Ученые уже смогли продлить жизнь мышам, отредактировав гены, ответственные за старение. В будущем подобная терапия сможет отключать гены, которые делают нас уязвимыми к раку, болезни Альцгеймера или болезням сердца. Уже сегодня наблюдается стремительное развитие регенеративной медицины. Когда у вас ломается сердце или отказывают почки, вам не нужно умирать, вам нужно новое. Уже сейчас ученые учатся выращивать органы из стволовых клеток пациента в биореакторах. В будущем это станет рутиной. К примеру, вам диагностируют начальную стадию печёночной недостаточности. Вместо многолетнего ожидания донора у вас просто возьмут образец клеток, и через несколько недель вам напечатают на биопринтере новую молодую печень, идеально подходящую вам. С возрастом наши клетки засоряются отходами и перестают делиться. Существуют препараты-синолитики, которые заставляют организм избавляться от этих старых, сенесцентных клеток. Это своего рода омоложение на клеточном уровне и уборка мусора. Представьте, что вы раз в год проходите курс чистки, который выводит из организма клеточный мусор, вызывающий воспаление и старение. Это как генеральная уборка для всего тела. Какова же реальность и препятствия? Старение — это не одна причина, а десятки взаимосвязанных процессов. Починить одно не значит починить все. Также существует множество побочных эффектов. Вмешательство в гены и клетки может иметь непредсказуемые долгосрочные последствия. Мы можем вылечить старение, но спровоцировать новую неизвестную болезнь. Стоимость таких терапий будет запредельной. Возникнет огромный разрыв между бессмертными богачами и остальным человечеством. Вторая модель — это кибернетическое бессмертие, слияние с машиной. Наше биологическое тело хрупкое и недолговечное. Почему бы не заменить его или его части на более прочные и легко ремонтируемые механические? А еще лучше — перенести наше сознание в цифровой мир. Что это значит на практике? Импланты и протезы — сталь вместо плоти. Это уже происходит. Современные кохлеарные импланты возвращают слух, а нейрочипы помогают парализованным людям управлять механическими руками силой мысли. Следующий шаг — замена не только конечностей, но и глаз, например, камеры с искусственным интеллектом и ночным видением, замена ушей и даже частей внутренних органов. К примеру, вы попадаете в аварию и теряете ногу. Вам не просто ставят протез, а вживляют бионическую ногу, которая сильнее, быстрее и управляется напрямую мозгом, она никогда не устанет. Но самая футуристичная и радикальная идея — это цифровое сознание, загрузка разума. Если наше сознание — это просто информация,
паттерны нейронных связей в мозге, то теоретически ее можно считать, оцифровать и запустить на мощном компьютере. Например, вы приходите в клинику, где мощный сканер с атомарной точностью считывает структуру вашего мозга. Через несколько часов вы просыпаетесь в виртуальном мире, где можете быть кем угодно и где угодно. Ваше биологическое тело умирает, но вы, ваши воспоминания, личность, мысли продолжаете жить в цифровом раю или в новом теле, созданном в лаборатории. Но проблема заключается в сознании. Мы до сих пор не понимаем, что такое сознание. Является ли его точная копия вами, или это будет просто ваш цифровой двойник, в то время как настоящий вы умрете? Также существует технологический барьер. Человеческий мозг — самая сложная структура во Вселенной. В нем около 86 миллиардов нейронов и триллионов связей. У нас нет даже технологий, чтобы просканировать его с такой точностью, не говоря уже о моделировании. А еще кибербезопасность. Представьте, что ваш разум — это файл. Его можно скопировать, взломать, удалить или заразить вирусом. Цифровое бессмертие порождает уникальные и ужасающие формы рисков. Третья модель — это управляемое бессмертие, заморозка и крионика. Если мы не умеем лечить сегодняшние болезни, например, рак на последней стадии, но надеемся, что научимся через 100 лет, почему бы не поставить жизнь на паузу? Что это значит на практике? Крионика — это заморозка тела или мозга человека сразу после юридической смерти в жидком азоте при температуре минус 196 градусов Цельсия. Идея в том, что в будущем, когда медицина станет достаточно развитой, нас разморозят, вылечат от причины смерти и омолодят. В данной модели бессмертия существуют риски повреждения при заморозке. Вода в наших клетках при замерзании превращается в лед, который разрывает клеточные мембраны. Современные методы используют криопротекторы, так называемый антифриз, но он токсичен и не гарантирует сохранности тонких структур мозга. С юридической и этической точки зрения также существует неопределенность, является ли замороженный человек мертвым или спящим, кто будет отвечать за его разморозку через 100 лет, будет ли у будущего общества интерес и ресурсы на воскрешение людей из прошлого. Теперь смоделируем сводный прогноз на 100 лет. Давайте соберем все воедино и смоделируем реалистичный, а не фантастический сценарий. Период с 2025 по 2050 годы станет эрой здорового долголетия. Реальность такова, что мы не победим смерть, но радикально продлим период здоровой жизни. Рак, диабет, болезнь Альцгеймера станут излечимыми или легко управляемыми болезнями, как сегодня простуда. Появятся первые доступные для среднего класса генные терапии против старения и процедуры по замене органов. Средняя продолжительность жизни в развитых странах будет уверенно приближаться к 100 и даже 120 годам. Слово «бессмертие» будет звучать наивно, но словосочетание «жизнь до 150 лет» уже нет. Период с 2050 по 2080 годы будет эра постбиологии. Биология и технология окончательно сольются. Бионические органы станут нормой. Появятся первые работающие интерфейсы мозг-компьютер, позволяющие напрямую выгружать воспоминания и навыки, например, выучить язык за 5 минут загрузки. Ученые, возможно, полностью составят карту коннектома всех связей мозга простого организма. Вроде червя О загрузки человеческого сознания речи еще не будет, но управление своим телом и его апгрейд станут частью повседневности. Период с 2080 по 2125 годы станет эрой выбора. Вот здесь начнется самое интересное. Те, кто родился в 2000-х годах, и благодаря достижениям первой половины века доживут до этого периода, окажутся перед выбором:
Остаться в биологическом теле, которое будет постоянно омолаживаться и ремонтироваться, но останется хрупким и ограниченным, или начать постепенную киборгизацию, заменяя органы и конечности на более совершенные, продлевая свою жизнь уже не биологическими, а техническими средствами. И готовиться к цифровому переходу. К этому времени, возможно, будут проведены первые успешные эксперименты по сохранению сознания или его подобия на искусственных носителях. На сегодняшний день реальность такова, что абсолютное физическое бессмертие в ближайшие 100 лет маловероятно. Смерть, скорее всего, останется с нами из-за несчастных случаев, войн или просто потому, что кому-то надоест жить через 300 лет. Но реальность также и в том, что мы движемся не к точке бессмертия, а к радикальному расширению человеческой жизни и возможностей. Мы не станем бессмертными богами, но мы можем стать долгоживущими творцами, способными менять свои тела и, возможно, среды обитания. Главный вопрос сместится с «как прожить подольше» на «зачем жить так долго?». Каков смысл жизни, которая длится столетия? Как изменится наша психология, отношения, общество? Это цена бессмертия, необходимость постоянно меняться, учиться и находить новые цели, может оказаться самой сложной проблемой из всех, с которыми мы столкнемся. Одно можно сказать наверняка: следующие 100 лет станут самым захватывающим периодом в истории человечества, когда мы впервые возьмем эволюцию в свои собственные руки. И это будет история не о том, чтобы избежать смерти, а о том, чтобы по-настоящему наполнить жизнью каждый ее момент.